Всем привет! Я приветствую вас на моем канале, очень рада, что вы сюда зашли. И сегодня я хочу поговорить про нюансы и про советы, которые я бы хотела вам сказать перед тем, как вы приедете в Италию. Я думаю, я говорю больше всего про поездку как туриста. И первый совет – это обязательно брать с собой кэш или наличные. И это не только потому, что у нас есть какие-то проблемы с картами, это также потому, что во многих местах, например, на вокзалах, в туалетах, в маленьких кафешках, магазинчиках, в деревнях, в удаленных каких-то деревнях, в удаленных во всех местах, которые не основные, как Рим и Милан, например, там везде предпочтительно берут наличные. И иногда даже в каких-то магазинах могут сказать, что у вас есть комиссия. То есть за транзакцию по карте будет комиссия примерно 1-2%. В то время как если оплата наличными, то этой комиссии не будет. Поэтому очень важно брать именно наличные сюда и иметь с собой сколько-то евро. Далее по поводу еды. Я обязательно хотела сказать, что еда тут это культ, и очень важно обращать внимание на местные привычки, на местные какие-то устои и какие-то местные нюансы. Потому что, приезжая как турист, обязательно хочется погрузиться именно в местную культуру и отбросить что-то свое, свои какие-то закостенелые установки, и погрузиться в культуру страны, куда ты приехал. Поэтому, собственно, и интересно приехать, принять на себя какую-то новую роль и попробовать. Может быть, какие-то привычки подойдут, какие-то не подойдут. В чем-то мы похожи, в чем-то мы разные. В этом и смысл большинства путешествий. Поэтому обязательно нужно проверять местные гастрономические привычки. Если говорим мы только касательно Италии, здесь не принято пить капучино после 11-12 утра. Это просто привычка. Учитывая, что мы обычно пьем кофе в течение всего дня, можем выпить вечером, можем выпить днем, как перекус какой-то, может быть, на полдник, чай с десертом. Здесь обычно капучино заказывают до 11-12. Дальше, в принципе, если мы говорим об итальянцах, они пьют шот эспрессо после трапезы. Но если вы пришли попить кофе или что-то такое, то, конечно же, проще всего взять любой другой вид кофе. Но если вы фанат капучино, то, конечно, можно. Никто не запрещает. Третий важный пункт – это общественный транспорт, потому что здесь общественный транспорт везде ходит по-разному, и включая страны, включая города, но общий нюанс какой? Здесь есть валидация билетов. И я хочу сказать очень простую вещь, что если вы нигде не вводили имя, фамилию и дату рождения, то вам нужно валидировать билет. Это можно сделать либо, если это автобус, вы делаете это внутри автобуса специально, есть коробок в приложении, если вы покупаете билет, там дальше есть такая кнопка, как валидировать билет. Если вы, например, покупаете на поезд билет, то вы покупаете его на кассе, вы покупаете в автомате, далее приходите, и обычно возле станции, именно уже на перроне, есть специальные коробочки. По-моему, они обычно с зеленой крышечкой, я найду фотографию. И там вы подходите, засовываете чуть-чуть билетик, он съедается, прокручивается и выходит. Там, я не помню, я просто валидирую в жизни, я покупаю электронные, я не помню, то ли там есть дырочки, то ли там как-то что-то отрывается, но, в общем, он валидируется после этого. Главное его прогнать через эту машинку. И это очень важно, потому что если заходят контролеры и у вас не валидирован билет, то далее зависит все от вашей удачи, либо вам повезет и вам ничего не скажут, но обычно может не повезти, и в таком случае останется только заплатить штраф. И штраф будет такой же, как если бы вы билет не покупали. А если вы едете на дальнее расстояние, Рим, Милан, другие города, и ценник будет от 50 евро, то, конечно же, очень грустно заплатить цену за билет и дополнительно потом еще что-то делать. Дополнительно потом еще платить штраф, то и, конечно, никому не нужно. Поэтому простейший совет, что нет имени, его никуда не вводить. Все, берете, валидируете билет. Ищите, находите, приходите заранее, находите какого-нибудь человека, который похож на контролера, какого-то машиниста, какого угодно. Можете даже у каких-то людей спросить. Чаще всего возле этих ящичков есть очередь людей, плюс-минус, либо кто-то там уже валидирует. В принципе, это можно увидеть. Просто постоите и посмотрите по сторонам. Четвертый.
Очень важный момент, к которому нужно быть готовыми, это время. Время здесь интересный момент, интересный нюанс. В первую очередь, здесь интересно работают рестораны и всякие забегаловки, потому что кухня работает обычно примерно с 12-13 часов до 3. 4, наверное, в край, но обычно до 3. Ориентируйтесь на 3 часа. И потом начинает работать только в 6 часов. То есть, если вы, например, где-то захотитесь, и потом идете в ресторан и хотите покушать в 4-5 часов, вы, скорее всего, нигде не покушаете. Именно в ресторане, в тротории, в каком-то таком месте. Вы можете зайти в Макдональдс, вы можете зайти покушать по линии, например, вы куда-то туда зайти, просто перекусить, так сказать, вы можете. Но полноценно зайти в кафешку, в ресторан, в троторию, нет, ничего не будет работать, скорее всего. Может быть, один ресторан на город вы найдете, но по большей части они будут закрыты. Поэтому это тоже нужно понимать. И также, говоря о других местах, маленький магазинчик, сувенирные лавки, киосочки, журналы, парикмахерские, все вот такое что относится к мелкому бизнесу, оно все будет закрыто в период где-то с 13 до 15. Это съезд. Это то, что здесь есть, это то, что нужно знать. Просто знаете, готовитесь, приезжаете и все понимаете, принимаете даже. Это верно. И второй важный нюанс – это то, что в понедельник такой полувыходной день. Если вы видите, если у вас есть какие-то планы на понедельник, то, знаете, это полувыходной день, сокращенные часы работы, сиеста может быть удлиненный, работаем там с 11 до 4 с перерывом на сиесту 3 часа. Это будет как-то так выглядеть. Поэтому на понедельник меньше планов. Вот что я хочу сказать. Во вторник обычно музеи выходные, многие места выходные. Рестораны тоже могут быть выходными, но у них обычно график варьируется, они работают в выходные, и вот вторник, среду они обычно могут быть закрытыми. Это нужно просто смотреть, бронированный сезон делать заранее. Простейший совет – смотреть график работы, потому что летом, особенно в сезон, все будет оверкраудить, как говорится. Про безопасность. Что я хотела сказать про безопасность? Безопасность здесь, конечно, вопрос такой сомнительный. Потому что если мы говорим о карманниках, о мошенниках, то это здесь будет достаточно повсеместно. Потому что людей очень много, преступность большая. И, например, если смотреть статистику, то Милан стоит на первом месте по опасности. Казалось бы, когда есть Неаполь будет примерно на 7-м месте по опасности, а Милан на 1-м. Вот такой вот интересный факт, такая вот интересная статистика. Поэтому к этому нужно готовиться, это тоже нужно понимать. Самый лучший способ, что вы можете взять, это такую вот сумочку. Ее можно повесить вот на себя так вот, на грудь, поперек тела, либо такую вот как берсеточку на джинсы. И здесь вот она будет у вас перед вами, перед носом, и обычно из нее ничего никто не сделает. Многие обычно еще как-то крючки всякие цепляют, вот, например, от этого замка к этому как-то крепите крючок дополнительный, чтобы вообще никто ничего не открыл. Но это такой вот план. Я обычно так не заворачиваюсь. Я просто беру обязательно чехол на веревке. Если еду в какое-то такое людное место, знаю, что буду, например, гулять, либо какой-то сезон начался, то я обязательно беру себе чехол. Для сумки, в принципе, ничего такого не делаю, я просто кладу руку, и руку не спускается. Ну, конечно же, глаз. Один глаз туда, второй глаз на сумку. Обязательно. Потому что, на самом деле, ситуация очень грустная. С телефонами, например, в Милане, мне кажется, у каждого человека есть реальный знакомый, которого он знает в реальной жизни, у которого что-то украли в Милане. Особенно, если это телефон. Мне кажется, вот каждый знает этого человека. Поэтому, чтобы не быть этим человеком, нужно обезопасить себя заранее. Обязательно посмотреть аккуратно в метро, в людных местах, особенно у дома. Вы же знаете, что если вы приходите к дому, смотрите, открыли рот, телефоном фоткаете, у вас оба, телефон из рук забирают в такой момент. Поэтому делайте аккуратно фоточки, снимайте, у вас вот привязан телефончик в вашей руке, и все. Вот советы про то, чтобы
вы знали парочку фраз на местном языке. Это всегда актуальные советы. Я обязательно вам повторю его, потому что это будет очень важно, если вы едете не только по туристическому маршруту, по каким-то основным городам. Если вы поедете в маленькие деревушки, в какие-то поселочки, по каким-то не особо популярным местам, вот даже, например, если мы говорим о Вероне, то есть города не самые туристичные, не туристического сезона. Верон туристический, но от Вероны и ниже, я бы сказала. Вот, например, Сан-Пелегрино, о котором я говорила, который я безумно обожаю, если вы едете в такие места, то там могут быть люди, которые не знают английский язык. И чтобы не усложнять коммуникацию, пользоваться переводчиком, чтобы там сидеть, тратить на это время, знать нужно буквально минимально 4 фразы. Привет, чао, говорите грация, спасибо. И формулировку фразы, чтобы вы что-то попросили. Можно сказать «Варей un панин». «Я хочу сэндвич». Просто знаете эти фразы, подходите «Чао», «Варей un панина», «Грация» или «Чао». Все, ушли. И не будет никакой сложной коммуникации. Потому что в странах, например, в Корее, в Китае проще знать реально местные слова. Вот выучишь 4 фразы, и все. У тебя все будет. Все прекрасно, проблем ни у кого нет. Потому что, особенно когда едешь к деревням, по маленьким таким вот поселочкам, и там обычно дедушки, бабушки, и я, по крайней мере, не люблю их заставлять чувствовать себя как-то неловко, устраивать какую-то суету на ровном месте, с тем, что вот близка, что-то не понимаете, смотреть друг на друга. Просто я знала фразочки, бабулечка меня поняла, мы друг друга поняли, все, обменялись, и прекрасно. Это вот мой 6-й совет. 7-й совет – самое главное, как я уже говорила, культуру. Нужно принимать и готовиться быть открытой к новой культуре. И это касается темпа. Потому что особенно если вы из Москвы, вы знаете, в каком темпе жизни мы живем, что мы привыкли делать все быстро, тайминг. Это так и есть, но здесь все буквально con calma. Здесь расслабляйтесь, все спокойно, все на чиле, все вот так вот плавуче, спокойно. Сиеста, не работает, отошли, перекур. Это очень просто. Просто принимайте это, учитесь какие-то особенности и сами учитесь быть спокойными. Что ваши проблемчики отложили, думать о них, выпили от пирожечка, все прекрасно. Я надеюсь, эти советы были вам полезны. Если это было так, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Здесь будет много интересного про поездки, про какие-то такие вот интересные вложики, мысли. Надеюсь, будет даже больше информации. Я надеюсь, вы в ближайшее время тоже поедете в Италию и насладитесь этой прекрасной страной, так же, как я наслаждаюсь ею. Здесь очень много интересного, и путешествие всегда того стоит. Приезжайте.